Эй, у нас тут не кино для всей семьи. И донатик обработай. Никаких людей, никаких аванпостов, есть только кости и зверски голодная живность. Такими темпами мы быстрее окажемся в желудках местных тварей, чем дойдем до Траура. Сэр Ремингтон совсем плох. И без тебя знаю, не надо было ему есть тех ненормальных. Согласен. Кожаные бандиты – довольно специфическое блюдо для краба. Я имел в виду фермеров, что орошали землю кровью. Очистите его. Почему нам так везет на безумцев? Верните их кровь песча. Благодаря нам, почва не будет нуждаться в удобрении еще очень долгое время. А ведь моя глефа так и лежит где-то там. Приготовьтесь! А это что еще за чучело? Очередная отрыжка пустошей. Ха! Повелись! Мои так называемые глаза были повреждены после столкновения с псом. Так что я бы вас не обезжизнил, даже если бы хотел. Эй, корыто, как дойти до Траура? Други, так делу не пойдет. Я даже ваших имен не знаю, а вы уже лезете с вопросами. Я Винчестер, а мой компаньон Эраст. Меня зовут Мёрфи, а мои компаньоны, трусы и предатели, отдали меня на растерзание костепсу размером с быка. Отвечай, консерва, где Траур? Его больше нет. Что случилось? Он нас за дураков держит. Нет, правда. Гигантский горилла пожрал все поселение. Я был там 3 дня назад. Безуля, что нам делать? До Катуна идти пару дней. Пару дней. Сэр Ремингтон не сможет идти пару дней. К северу отсюда я разбил лагерь в одной из пещер. Можем переждать ночь там. Веди нас. Так вот, у этого фермера была самая умная свинья – Арнольд. Он умел читать и считать. Он был знаменит. И однажды к фермеру зашел его друг и увидел, что Арнольд ходит на 3 копытах. И он сказал фермеру: «Эй, что случилось с Арнольдом?» А фермер ответил: «Такую умную свинью за один раз не съешь». Сэру Ремингтону совсем плохо. Возможно, нам повезет, и по пути к Катуну мы встретим караван с лекарствами от всех болезней. Или мы встретим лорда Тенгу посреди пустыни. Кто знает, что за зверье попадется нам по пути. Это очень хороший вопрос, друг мой. На нашем континенте проживают самые разные животные, от гигантов, готовых раздавить тебя как муху, до опаснейших хищников. Однако есть и те, которые и мухи не обидят. Но таких здесь нет. Зато есть живоглоты, найти их гнездо дело нехитрое, но ничего кроме участи быть съеденным заживо ты там не найдешь. Конечно, бывалые авантюристы не раз обворовывали гнезда этих тварей и находили яйца, но такое случалось очень редко. Интересно, обитаемы ли те дома, что стоят на горе? Не думаю. Обычно в таких строениях ничего, кроме трупов, покрытой паутиной, не найдешь. Все равно нужно проверить. Слушай, жестянка, а ты можешь проигрывать всякие мелодии с помощью своей головы? Никогда не пробовал. Я бы поставил блюз для Рогатого. Реквием. Погибшим играют реквием. Стоять! Вы под прицелом. Ну вот опять. Снимайте обувь, выворачивайте карманы и скидывайте рюкзаки. Подчиняйтесь лорду. Как ты мог заметить, мы не носим ботинки. Карманы в нашей одежде не предусмотрены, и рюкзаки мы не носим. Да и на лорда Тенгу ты не похож. Я же говорил, что никто не купится. Получается, все это время я зря тащил трон из Великой пустыни в эту, окраном забытую жопу. Твоя жертва была не напрасна. Как вы ограбили императора? Это
очень долгая история, которую я поведу тебе за чашечкой саке, друг мой. Я Лейк, а этот пройдоха Скизи. Мы устраиваем состязание по стрельбе по живоглотам. Приз за первое место – Орлиный крест и 100 стрел в придачу. А что дают за второе место? Мое уважение. Я участвую. Отлично. Мой краб сильно болен. У вас есть врач? Скизи, у нас есть врач? Не знаю. И у нас есть кое-что получше доктора. Лекарство? Лучше. У нас есть Вурхис. Вурхис? Он торгует забористыми настойками. Ух, мертвеца с того света вытащит. Загляни в наш бар, беспечный бздун. И напоследок, если кто-то спросит о нас, мы не видели Лейка и Скизи. Я слушаю. Мой краб сожрал сектанта, и теперь у него болит живот. Это хреново, у него крабья лихорадка. А это еще что такое? Самая страшная болезнь, которая может быть только у крабов. На этот случай у меня есть суперпилюля. Она мгновенно нейтрализует губительный процесс лихорадки. Давай ее сюда быстрее. Эта штука очень дорогая. Сколько с меня? 10 тысяч катов. Но у меня нет таких денег. Добро пожаловать на турнир по стрельбе из арбалета. Многие из вас знают, что у нас большая, нет, огромная проблема с тварями вроде живоглотов. В последнее время их расплодилось слишком много, а наш снайпер не справляется. Поэтому мы со Скизи решили совместить приятное с полезным, устроив это состязание. Как известно, если проблема решается выстрелом, то это не проблема, а мишень. Получается, что наш континент — это бесконечный тир с призами. Я дам тебе возможность заработать. Принеси яйцо живоглота, Лейк хорошо платит за омлеты из свежих яиц. И как я найду это яйцо? На востоке в 2 милях отсюда есть одно гнездо. В дневное время клювастые редко там бывают. Так что все должно пройти гладко. Пока тебя не будет, мы поместим краба в сарай, пусть отдохнет. Итак, правила очень просты. Я выбираю живоглота, а вы по нему стреляете. Кто промазал, с позором вылетает. Судьей будет Скизи. Его решение не оспаривается. Извини за то, что назвал тебя отрыжкой. Да ладно, мои бывшие товарищи не так меня называли. В чем причина такого отношения? Как-нибудь потом расскажу. Давайте прикончим этих тварей. Первый раунд. Охренеть. Ганнер и Хьюго выбывают. Хорошо стреляешь? Отстань! Эй, человек в противогазе, не хочешь поменяться арбалетами? Что ж, понятненько. Раунд 2. Скизи, кто промазал? Извини, я случайно зажмурился. Мне всегда было интересно, каково это — иметь железяки вместо привычных тебе рук и ног. Наверное, неудобно. Протезы добавляют брутальности. Стоит тебе появиться на пороге бара, как все дамы сразу вешаются тебе на шею. Увеличение скорости бега, приумноженные вдвое сила и ловкость. Все это дают железяки вместо рук и ног. Ух ты! А что мне нужно сделать, чтобы поставить такие же? Вариантов много. Меня похитили и прокрутили через мясорубку. Интересно, что сейчас делает Эраст.
Не расстраивайся, в следующем году повезет, если он вообще будет. Давно я не наблюдал землетрясений. Это что еще такое? Лейд, надо валить. Без тебя знаю, Скизи! Поймите меня правильно, времена тяжелые наступают. Выкручиваюсь как могу. Всем большое спасибо за участие в турнире. А как же награда? Как мы будем его делить? Ну и где яйцо? Оно оказалось настолько огромным, что мне пришлось его оставить на лестнице. Вечно приходится все делать самому. Сейчас мы узнаем, где ты прячешь эту суперпилюлю. Я не помешал? Эта турель тебе больше не понадобится. Ты снял куртку с Вурхиза. Мертвым одежда ни к чему. А что до живых? Пора приступать к плану. Что за план, К? Катиться подальше от этого места. Хороший план.